Здравствуйте, дорогие зрители нашей передачи «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, журналист и историк, ведущий. И сегодня мы с нашим экспертом, с нашим гостем, с Максимом Шевченко будем обсуждать, может быть, не очень привычную вам тему. Обычно мы тяготеем к обсуждению политических, текущих проблем. А сегодня мы хотели бы поговорить о великом человеке, об одном из людей, которые движут историю человечества, о человеке, который жил почти 1000 лет назад, о Саладине или Салах ад-Дине, как звучит его прозвище среди мусульман, то есть благочестивая вера. Благочестие веры. Да. Звали его Юсуф аль-Аюби. Да, звали его Юсуф аль-Аюби. Аюби это Его отец. Аюбиды, его отец и его дед, это семья Аюбидов. Итак, Максим, события, происходящие в XII веке. Саладин, который был то, что мы сейчас называем ботаником, это был человек, который был увлечен поэзией, чтением книг. Нет, подожди, Эльмар. Теологией. Я бы не переносил понятие современного 21 или 20 века на 12 век. Не, мы не Ботаник в то время сегодня был бы крутейшим уличным пацаном, понимаешь? Ботаник. И тем Ботаник, менее... отец которого родился с мечом. Да. Салах ад-Дин, который родился с мечом. Кстати, говорят, что он родился на территории современного западного Азербайджана, на территории Старой Армении. Есть... нет, его дед оттуда. Он родился в Тикрите, конечно. Он родился в Тикрите, да, Салах ад-Дин. на родине Но их род Гусейна. происходит вот оттуда, вот с территории советской Армении. Он с территории поблизости с городом Двин. Да. Ну, можно назвать это Арменией, вообще-то это Восточная Малая Азия. Да. Ну, подожди, это было в те времена, это было как раз времена, когда тюрки завоевывали эти места, это было, значит, 9, 10 там и так это далее. Это были уже завоеванные тюрками места. Ну, в общем, это были эпические времена, там, естественно, был халифат, и, естественно, там была власть мусульман с 7 века, да, которая потом только оспаривалась, кстати, в 13 веке царицей Тамарой, Давидом Строителем, грузинами, которые воевали с сельджуками, да, православными армиями. Разных царств. Не будем уточнять, потому что сейчас наши зрители туда вот уйдут и будут искать разные шероховатости да неточности. Но я вот сразу хочу сказать, мы обсуждаем Салах ад-Дина никак, я не являюсь специалистом по Салах ад-Дину, потому что про Салах ад-Дина написано столько всего, что, наверное, про Иисуса Христа написано чуть больше или про пророка Мухаммеда, потому что Салах ад-Дин является настолько фигурой литературной и мифологической фигуры, про него сняты совершенно потрясающие фильмы, начиная от этого самого Царствия Небесного Ридли Скотта и кончая этого про тамплиера «Рыцарь Арн», да, значит, вот шведский этот фильм, тоже очень хороший. Это только за последние годы. За последние годы, там, начиная, там, роман Вальтера Скотта «Талисман» знаменитый, да, и, значит, про Ричарда «Львиное сердце», его романтические отношения с Аладдином. Саладин очень там в средние века считался таким благородным, он таким и был, естественно, на самом деле. Несмотря на то, что они там рубили головы, был момент, когда и Салах ад-Дин казнил, значит, христианских плетников, был момент, когда и Ричард Львиное сердце под Аккой казнил тоже мусульманских пленников демонстративно. Несмотря на это, Ричард Львиное сердце называл Ричард II Салах ад-Дина братом, и Салах ад-Дин никогда не отвергал это, он тоже называл Ричарда братом, хотя они рубили головы своих подданных и чужих подданных. В общем, это была достаточно жестокая война. Салах ад-Дин сегодня в 21 веке это, безусловно, фигура символическая. Это символ борьбы и сопротивления исламского мира против интервенции Запада, против вторжения Запада. Современные боевые действия Израиль находится на тех же территориях, на которых находилось Иерусалимское королевство. Если в XII веке бои шли вокруг Газы и Ашкелона, наиболее кровавые бои, да, где и Салах ад-Дин потерпел поражение, значит, в этих местах в районе Ашкелона, когда тамплиеры нанесли удар там рыцарской, это, значит, мечом к мечу, как они под Мончезором. Да, значит, и Салах ад-Дин был вынужден, теряя войска, буквально спасать свою жизнь
отступая в Египет, в Каир, да, и потом он вернул и взял Аль-Кудс, взял Иерусалим и проявил определенное благородство, не определенное, а конкретное благородство. Это великолепно показано в этом, ну, выдуманном, конечно, литературном диалоге, да, значит, с главным героем Царствия Небесного, значит, бастардом, который как возглавлял оборону Аль-Кудса, оборону Иерусалима, и сдавал его Салах-ад-Дину, имея с ним такие личные, тоже рыцарские отношения. Ну, конечно, это символ. Конечно, сегодня Салах-ад-Дин — это символическая фигура, которая особенно актуальна в контексте попыток мусульман со всех сторон, из севера, со стороны Ливана и Дамаска. Салах-ад-Дин объединял в себе власть правителя Каира, Египта, и правителя Сирии. Я, кстати, напомню, что некоторые считают, он не был никогда халифом. Халифом был при этом аббасидский халиф суннитский, сидящий в Багдаде. Или фатимидский. Да, и структура власти в исламском мире отличалась от европейского понимания. Халиф — это не император. Халиф — это духовный лидер, прежде всего, духовный наместник, который наследует месту пророка, да, после, там, как раз оспаривается власть. Шииты считают, что это должно быть только по линии крови пророка, по линии его потомков прямых, идущих через, значит, дочь его Фатиму и через его зятя Али. А сунниты считают, что это должно быть тех, кого, условно говоря, умма, то есть община мусульман, выдвинет на эту позицию. Разные роды там возникали, амияды были, аббасиды, фатимиды и так далее. Он взял Каир, он ликвидировал власть фатимидов, шиитскую власть, исмаилитскую, даже шиитскую и исмаилитскую. И он соединил в себе под знаменем суннизма, присягнув именно аббасидскому халифу, суннитскому, в Египет и Сирию. Именно соединение в едином Египет, Сирию и часть Ирака, значительную часть Ирака, да, тоже, безусловно. Именно это объединение Египта и Мыср и Шам, как говорят мусульмане, Египет и Шам. Шам — это, собственно, вот это Каир, значит, то есть это и Ирак, Сирия, Ливан и то, что называется Трансиордания частично, или Иордания сегодня, это Шам, и юг Турции современный. И он выбросил королевство крестоносцев, королевство западных христиан, католиков, западных рыцарей, западных элит, которые создали даже мистические ордена, ионитов, тамплиеров. Они именно там возникли, на Святой Земле, эти ордена. Они не пришли туда. То есть многое в современном Западе, в католицизме современного Запада, в последующих клубной и рыцарской системе, элитной системе современного Запада идет оттуда, из Палестины, из Иерусалимского королевства, которое, безусловно, стало для элит Запада, рыцарско-королевских элит, аристократических элит, ну, такой точкой отсчета, вторжения в историю и концентрации именно высшего достижения экспансии западного мира в истории. Потому что это именно вот захват Святой Земли, который случился в 1099 году во время Первого крестового похода, взятие Иерусалима и создание там королевств с изгнанием евреев, с притеснением мусульман, с превращением православных церквей в католические церкви, с насильственным греко-католизацией всего этого пространства. Это, конечно же, было такой поражающей воображение современников точкой успеха. И вот нам сейчас кажется, вот Израиль возник в 1947 году, а параллели между Иерусалимским королевством Балдуина и западных рыцарей и Израилем напрашиваются очень даже наглядно. Израиль создан в 1947 году, окончательно утвердился в 1948 году, создали его... Извини, мы плавно перешли от это имеет значение, потому что Израилю. Салах-ад-Дин — это сегодня символ сопротивления исламско-восточно-христианского мира против сионизма, против Израиля и стоящей за спиной Израиля мощи Запада. На этот раз уже не рыцарского Запада, не аристократического Запада, не Запада голубой крови, а Запада либерального.
Но Запад остается Западом. Это внутри Запада традиционализм спорит с либерализмом. Два клуба. А для мусульманского мира и традиционалистский Запад, который туда вторгался и создавал Иерусалимские королевства, или там Ливан, королевство Ливан, или, значит, княжество Эдесса. Максим, но все-таки для справедливости надо сказать, что сначала ислам вторгся на Запад, Нет, ничего а потом подобного. через 500 лет последовало Никуда в ислам ни на какой, куда это он вторгался на Запад? Испанию, в Италию, Ну, Сицилию. слушай, это, во-первых, вопрос, был ли это Западом. На Кипр, Это на никаким Крит. Западом это не было в том понимании, как это возникло потом. Это было все в 7 веке, в 8 веке, В 9 в 9 частично веке. Потом это было совсем, ну, можно и так рассматривать, как маятник, такой своего рода борьба за Средиземноморье, борьба за наследие античного, эллинистического мира, Римской империи, Рума, как говорят мусульмане, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле, когда было вторжение в Испанию в 8 веке, да, то многие в Испании, и Испания не была окончательной частью Запада. Ну, а частью чего В она Испании, а я объясню, в Испании были арианские соборы не так давно, в Испании шла борьба между арианами и ортодоксами, и православными. И арианские готские королевства, вестготские королевства, которые возникли там в Испании, они вполне, как говорится, протестовали против франкской экспансии, которая в лице будущих каролингов и стала основой и опорой Запада. Еще не возникла Священная Римская империя каролингов, еще Карл Великий не бросил свой клич о единстве и о порядке на этом огромном пространстве. Просто хочу поправить тебя, что Священная Давай. Римская империя возникла позже Карла и Каролингов. Это Позже, 10 позже, век, но они да. были как Его бы... создали немцы, германцы. Ну хорошо, империя Карла Великого. Ну Как и, она и потом называется? Священная Римская империя, Да, Священная германской Римская империя нации, это потом, да. согласен, наверное, это да. Через 100 лет, да. И империя Карла Великого, которая и являлась, собственно, Западом, основой, фундаментом Запада. Ну да, весь Потому Запад что она объединила. ни Хлодвиг там, ни Лангобарды, ни даже франки, значит, вместе с этим, ну, Хлодвиг, собственно, и был король фланков, который крестился в Реймсте, Ну да. значит, в христианство. Это еще не было Западом. В полном понимании этого слова. Это была грязня, борьба за наследие Рима, за то, кто смотрит Рим, кто сможет себе Рим. И Равенский, значит, Равенское королевство, значит, готское, да, вот это Теодорих Великий, если вы в Равенну приезжаете, вас могут свозить, нам показать такой камень, Мавзолей. который говорит, это вот гробница Теодориха Великого, хотя это бабушка надвое сказала, но предположим, что это так, там кое-что осталось от готов. Это еще не Запад. Потому что Испания, Иберия, она существует отдельно по ту сторону Пиреней. Ариане, которые там живут, и германцы, а мы знаем, что готы, германские племена, были арианскими по преимуществу. Им перевел Библию на германский язык, один из первых переводов это Ульфила. Так как Ульфилу перевел еще до Вселенского собора, который проклял ариан, то, например, всегда было вопросом в ранней церкви, считать ли перевод Ульфилы еретическим переводом или не читать, потому что он был арианином, естественно. А ариане, напомню, для тех, кто не знает, говорили о том, что Иисус имеет две природы, божественную и человеческую природу, что для мусульман, как говорится, не являлось чем-то таким непонятным. Между арианами и мусульманами разногласий было немного. Поэтому, кстати, арианские территории, на которых арианство господствовало, будь то Северная Африка, королевство вандалов, да, будь то Пиренеи с королевствами готов, так легко попали под власть мусульман. Без каких-либо крупных сражений, без какой-то кровавой резни, огромной массы ариан переходили в ислам. И, собственно, большинство мусульман-пиренеев, которые
потом называли арабами, никакими арабами не были. Это были германцы, Принявшие ислам. да, те же самые, да, и иберы, которые приняли ислам, потому что православие им отказывало в праве быть христианами, называло их еретиками. А мусульмане говорили: хотите, оставайтесь христианами, нам все равно, как вы исповедуете. Ну, хотите, вот, пожалуйста, у нас вы считаете, что Иисус рожден как человек, там, да, но на нем особый, как бы, связь у него с Богом единым, да, там. И мы так считаем примерно, в Коране тоже сказано, пророк Иса, тоже, только разница в том, что вы говорите Сын Божий, значит, а мы говорим там, значит, пророк, да, значит, Иса. И вот, пожалуйста. Так это реальная история, которая потом вычеркивалась кровью из истории христианства, но вернемся к Салахаддину. Вторжение западных рыцарей на территорию исламского мира, оно же было под предлогом защиты Византии, защиты христианства. Восточных христиан. Да. Но выяснилось, что ни о какой защите восточного христианства речи не идет. Выяснилось, что западный католицизм вполне хочет превратить восточное христианство в вариант западного христианства. И везде, где власть католиков укрепилась, никакого православия не осталось, естественно. Там, где они, Четвертый крестовый собор показал, что задачей было не защита вообще... Поход. Да, извиняюсь, поход. Показал, что задачей было, который был в 1204 году, значит, захват Константинополя. А уничтожение православной веры, уничтожение восточного христианства, что, собственно, было ясно уже первого крестового похода, потому что все практически православные приходы насильственно переводились в католицизм, им навязывалась форма подчинения папе римскому, хотя от раскола церквей произошло всего ничего. Раскол церквей был в 1054 году, а захват Иерусалима в 99 году. Через 40 лет. 40 лет, да. И, казалось бы, еще там какие-то шли переговоры, возможность, невозможность объединения. Но для Запада никакого объединения не было. Для Запада был только один вариант христианского единства. Это подчинение римскому первосвященнику, принятие значит, грек-католицизм с последующим переходом в латинский вариант, что, собственно, показала Латинская империя, которая была создана на территории, захваченной Константинополя. Если бы не отступившие в горы Пелопоннеса в окрестности Спарты православные греки, ромеи, повстанцы, которые вернули, или в Никею, которые вернули православие в Константинополь, то так бы все оставалось. А в XII веке, о котором идет речь, когда вот мы читаем, что крестоносцы вместе с византийскими войсками типа атаковали там Салахаддина. Надо иметь в виду, что эти византийские войска только номинально назывались византийскими. В этот момент императоры Византии уже настолько были погрязли в криптокатолицизме, настолько уже готовы были принимать там католическую веру, что не разделялось совершенно населением и особенно региональными лидерами Византийской империи. А в Византии всегда был свойствен этот диалог между столицей, двором и военными руководителями регионов. На этом, собственно, строилась внутренняя политика Византии. И когда император подчинился и принял католицизм, и когда католики сели в храме Святой Софии, то региональные некоторые сказали: а мы останемся православными. Также и здесь это было, безусловно, вторжение Запада, как и Израиль является вторжением Запада, а не, безусловно, волей еврейского народа. Без поддержки США, без поддержки западных элит, без желания контролировать исламский мир и создать на его территории государства, границы которых проведены современными балдуинами и современными разного рода там Филиппами, красивым, ну, Филипп Красивый жил позже, как Людовиками Святыми и Фридрихами Барбароссами, французского короля называют, значит, императора германского, погибшего, кстати, во время одного из крестовых походов, утонувшего. А Людовик Святой, по-моему, умер тоже во время крестового похода в Египте, если мне память не изменяет, от чумы. Он умер в Тунисе, да. Да, где-то там, в общем. Да, значит, в общем, эти границы проведены тоже западными. Поэтому сегодня личность Салахаддина для нас особенно интересна. И не углубляясь в детали его успешных или неуспешных действий, можно сказать, что он недаром получил вот это прозвище Салах-1, да? Потому что он во всей своей деятельности старался дистанцироваться от политических именно и сугубо личных
таких вот интересов. Он не был ботаником, как ты говоришь. Он был просто невероятно образованным человеком. Я буду настаивать на ботанике, потому что сам Салахадин говорил, что я стал тем, кем не предполагал стать. Жизнь принесла меня, ее поток принесла меня, сделала политическим, военным руководителем. Это не значит, что Почему он... называешь его ботаником? Потому что он знал Аристотеля, А что тебе потому не что он нравится в читал. слове ботаник? Ну, потому что это современное определение человека, который, когда, вот условно говоря, ботаник, это после слова пацана синоним чушпан. Хорошо, Понимаешь, тот, с которого получают 10 копеек это на для улице. тебя, это Пойди для тебя. получи Это с для Юсуфа а-ля там 10 копеек по Это тем для временам. тебя. А сам он до определенного возраста, до 26 лет, занимался изучением наук. Ислама. Не только Философии, ислама, и литературы. языка, Он, литературы. кстати, наизусть знал знаменитую Хамса. Да. Это 10 томов доисламской поэзии, 800 поэм небольших. Он знал их Касыды, наизусть. да. Касыды, да. Ну и многое другое. Он знал философию и математику неплохо знал, потому что... Это значит, что он про- читал про и него знал говорили, детально Аль-Мари, великого сирийского слепого поэта, Да, с его Эвклида, посланием о царстве прощения. Эвклида, переведенного и сохранившегося благодаря арабским переводам, он знал. Поэтому говорили про него, что нельзя было задать вопрос из Эвклида, чтобы Салахадин не ответил. Так это говорит не о том, что он ботаник. Это говорит о том, что это исключительная личность, которая с детства, с юных лет понимал, что свет знания и свет веры, духовный свет, они являются фундаментальной основой для того, чтобы меч, который держит в руках человек, несущий в заповедовал себе Мухаммед. этот свет, стал по-настоящему сейф-уль-дин, и мечом веры, а не просто мечом, которым завоевывает человек право для себя, для своих потомков, для своего наследия и так далее. В этом личность Салахаддина и является исключительной для истории ислама. История ислама, история сельджуков, история османов, история арабов знает много великих воинов, которые воевали, одерживали битвы, терпели поражения, Но не были большими создавали учеными династиями. или И знатоками про них сейчас наук. снимают Да. фильмы, вот в Турции снимают фильмы там, про лидеров сельджуков, Да. про османов там, и так далее. Да, это знаковые фигуры, но Салахаддин возвышается над всеми над ними. Хотя он даже не был халифом, и он не был султаном. Он был эмиром. Он Да. был эмиром Каира, он был эмиром Дамаска. Но почему? Что он? Что в нем такого? Что он выгнал крестоносцев, но были и те, кто одерживал победы над христианами. Огромные победы. Были султаны, Сулейман великолепный. Но все равно Салахаддин стоит над ними. Да? Даже над османскими султанами, которые отобрали Родос у ионитов, которые взяли Балканы или дошли до Вены там, и так далее. А сельджукские, значит, этот самый, как его, который при Манцикерте, значит, там разгромил византийцев и многих другие. Или, допустим, Бейбарс, мамлюкский, значит, бей, который остановил нашествие монголов, да, и фактически считается спас исламский мир. Хотя монголы по-разному относились к разным мусульманам там, и так далее, и назначали своих правителей, но так или считается. Салахаддин над ними, над всеми. Почему? Именно личность Салахаддина необычайно интересна. Он использовал меч в своей руке и свое знание не для утверждения собственного эго в истории и в политике, а для того, чтобы он служил, как он считал, воле Всевышнего Бога. Воля Всевышнего Бога, вы можете это перефразировать на марксистский лад, исторический, на гегельянский лад, духу истории, исторической этики, справедливости, которая существует в историческом процессе. Потому что есть две позиции. Одни говорят, что история, она и фундаментально несправедлива, и в ней можно любой беспредел Смотря устраивать. что считать справедливостью. А те, кто говорит, что есть высшая справедливость, которая все равно так или иначе скажется в истории, и даже самый могущественный правитель все равно превращается в кучу гниющих костей, лежащих в каком-нибудь саркофаге, или потом выкинутых из этого саркофага, повешенных, как кости Кромвеля были повешены, да, после его смерти, его врагами. И многих, как говорится, или он остается в истории как Салахаддин, и его кости не имеют значения. Они сливаются с землей, превращаются в пепел, в пыль, а дух, имя его живет и как бы создает смысл. И вот Салахаддин — это тот, кто стал реальным защитником веры,
После пророка, после первых халифов Салах-ад-Дин был единственным человеком, которого можно уподобить праведным халифом на самом деле в истории ислама, по большому счету. Вся его жизнь это как жизнь Умара ибн аль-Хаттаба, понимаешь, который тоже говорят, что когда он умер, после него остался там один рваный плач, как и про пророка говорят, что когда он умер, что даже его, то, что осталось его вот одеяние, накидка, да, она была такая, что они не могли прикрыть его тело. После Саладина осталось несколько десятков золотых несколько монет. десятков, и то он заведовал все, что ему принадлежало. Все остальное он говорит, все было... раздать мусульманам. Да, а дети, говорит, мои, они так имеют власть. Да. Они с помощью власти, дети его между собой начали, естественно. Он не был ни сибаритом, это был человек без огромного гарема, без роскошных одежд. Это человек, который боролся за веру. Это был идеалист такой. Но при этом его нельзя назвать фанатиком. Он не был фанатиком, который вот только говорил, мне на вас, на всех плевать, вот я только знаю. Он умел слышать правду мусульман. Он вернул евреев в Иерусалим. Евреев, которых изгнали западные христиане, когда захватили Иерусалим. Да, крестоносцы запретили евреев. Да, запретили. Во-первых, вырезали их вместе с мусульманами, еврейский квартал. И с православными тоже, при которых захвате. тоже убивали, напомню. Да, и запретили им там жить. Да. Салах-ад-Дин вернул, да, потому что таковы требования ислама, разрешить людям жить. Он поддерживал, он согласно Корану защищал христиан, значит, Востока, который давал им покровительство ислама, и защищал евреев, и они шли в его армию. В его армии воевали и христиане, в его армии воевали евреи. И это символично сегодня для понимания конфликта, происходящего на Ближнем Востоке. Если Израиль, как в этом говорят сами лидеры Израиля, является частью Запада, частью либерального западного мира, а я уже сказал, что неважно, Запад является традиционалистским с королями и аристократами, герцогами и так далее, или наполнен либералами, где премьер-министр женится на министрах иностранных дел, как во Франции, в Бель-Франс, твои любимые. Да. Значит, понимаешь? Это не относится к той части Франции, которую я люблю. Но Запад это Запад. А на Франции разная. И этот Запад, это вот частью этого Запада, где это, как говорится, такие союзы образуются, является и Израиль. Это заявление Нетаньяху, никто за язык не тянул, как говорится, понимаешь? Несомненно, да. Да. Значит, этот Запад, он абсолютно неприемлем. Это и сильная часть Израиля. Кстати. Да, и против этого Запада и консолидируется под именем Салах-ад-Дина цивилизация ислама, которая берет под свое покровительство православных христиан Ближнего Востока. А вот к вопросу о цивилизации. И сегодня на улицах Газа сражаются. Я был недавно на конференции в Стамбуле, палестинской, где был Исмаил Хания, Абу Марзук, значит, был Усама Хамдам, были представители ФАТХ, лидеры всех палестинских фракций. Сегодня на улицах Газа сражаются православные христиане в рядах, значит, тех, кто там сражается. Среди них есть мученики, есть павшие. И сегодня на улицах Газы все громче и громче говорят, что это и есть наследие Салах-ад-Дина, объединение мусульман, христиан. Я видел евреев, раввинов, которые приезжали одеты, Максим, в палестинские надо иметь флаги. в виду, что и в составе армии Израиля тоже сражаются и да, друзы, конечно. и христиане. Православных христиан там нету, поверь мне. Найдем. Может быть, можно найти один-два. Но в целом православные христиане, знаешь, о чем хотел митрополит архиепископ Атала Хан, православный палестинец из Иерусалимского патриархата. Я хотел тебя вот о чем спросить. Давай, Ведь Салах-ад-Дин это был лидер, который пришел сначала и действовал в Египте на вторых ролях при фатимидах, то есть шиитах, фатимидском халифе. У них был свой халиф там в Каире. И после смерти своего там, он как бы на двух стульях сидел, он и подчинялся эмиру в Дамаске. Он всегда был суннитом. Он был всегда суннитом и подчинялся эмиру в Дамаске, и в то же время как бы был командирован, обеспечивал безопасность фатимидского халифа. Когда тот умер, он занял его место, но он был не халифом, он объявил себя эмиром. Он сразу, когда тот умер выбросил... молодым человеком, он худбу сразу в мечети, да. худбу провозгласил за аббасидского халифа, сидящего в Багдаде. И он закончил с шиитским Египтом ведь. Конечно. Он проявил себя очень мудрым политиком. Он понимал, что он сейчас тут придет и скажет, все там, все сунниты, потому что я так считаю.
то будет просто такая кровавая каша, в которой он, может, и выиграет. Он же подавил восстание африканских наемников, которое было в Каире. Он потом воевал со На него было исмаилитами в несколько Сирии. покушений, которые на него, да, шиитские радикалы организовывали, и исмаилиты. 13 Исмаилиты. убийц, как известно, Известная проникло в история, его да. лагерь. А есть даже такая версия, что, значит, этот Ибн Синан, лидер этой секты исмаилитов-ассасинов, Старец горы. да, старец горы лично, однажды Салах-ад-Дин проснулся в своем шатре и увидел, что у него лежат лепешки. Значит, у исмаилитов была форма лепешек, которые приколоты ножом, отравленным Дал ему понять, ножом, что и всегда сдвинуты светильники, и он понял, что они лично могут Синан к нему приходил во сне, проникнуть, да. не убил его, и после этого начал переговоры с Синаном и заключил соглашение. До этого он, правда, не смог взять 9 замков Замков, в да, горах, в Сирии. значит, да, в горах Ливана, 9 исмаилитов, которые потом монголы взяли, будем откровенны. Мгновенно, да. Ну, не мгновенно, Ну, но, в общем, в течение одной кампании. Ну, в общем, Хулагу, да, с этим делом разобрался достаточно жестко и, как говорится, без сантиментов, без соглашений. А как к нему относятся вот в потому что шиитском Хулагу Иране был сейчас? вне. Я вот что хотел спросить. Я не знаю. Вот, да. Это надо спрашивать специалистов, как относятся к Салах-ад-Дину. Салах-ад-Дин был суфием, помимо всего. Ну, на этот счет есть современные просто понятия, там, салафит, не салафит. Известно, что он, само его увлечение философией, хотя он критиковал философов, он прямо вот есть цитата, где он говорил, я там типа не согласен с философами, атеистами и так далее. И он, по-моему, дал приказ несколько суфиев, которые там зарывались, казнить. Но он был учеником Гилани. Не учеником, а он был... Последователь. Да, Гилани. Гилани это основатель кадаритского ордена, одного из самых влиятельных. Два ордена влиятельны в исламском мире. Накшбандия в суннитском, да, и Кадирия. Кадирия, в том числе и на Кавказе, они тоже, если Накшбандия, значит, это Дагестан и, в общем, Дагестан, Кадирия уже идет уже вот вайнахские земли, вайнахи это, они последователи кадирийского тариката, да, во многом. И центр его находится в Багдаде, где находится, значит, мазар, могила Гилани. Или Гилани. Скорее всего, на последнем Да, слоге Гилани. ударения. Он считал себя его последователем, по крайней мере, известно, что он находился под его влиянием. Это очень... Тут, конечно же, есть глубочайшие исследования о Салах-ад-Дине, которые я не буду дилетантски пересказывать. Да. Еще раз говорю, я сейчас не ставлю задачей именно вот углубление в детали. Просто все ли акиды или биографии Салах-ад-Дина и вот эти моря ислама считают Салах-ад-Дина в равной мере примером, вождем, потому что он лидером. восстановил власть ислама над теми святыми местами, которые исламом были потеряны. Суннитского ислама. Ислам един в этом смысле. Ислам един. И суннитского, и я тебе уверяю, шииты тоже не возражали, что паломничество в Аль-Кудс можно было совершать хадж и молиться значит, в мечетях Иерусалима. Тогда политического шиизма, как сейчас, не было. О, это глубокое заблуждение, Да? это тема отдельного эфира. Политический шиизм возник не... Я понимаю, что ты как азербайджанец хочешь именно вот Шах Исмаил, азербайджанец, правивший Ираном, установил в 16 веке. Но политический шиизм возник прямо после смерти пророка и в первой гражданской войны, когда хариджиты убили Али. Вот это, считай, и тот момент, когда возник политический шиизм. Да, просто... Он закончил Салах-ад-Дин с фатимидским шиитским. Это всегда внутри ислама есть. Это всегда было, есть и будет. Это две ветви относительно имама Махди. Имам Махди, напомню, это человек, это не другое существо. Опять-таки я о другом. Наверное, это важный момент. Или имам Махди имеет обязательно в себе кровь пророка, или имам Махди имеет в себе иные какие-то качества веры, да, дин, значит, там, духовного, там, которые мы не знаем, которые таинственны. Это всегда было, есть и будет. Это всегда будет подниматься в исламе. Просто нельзя понимать ислам западными понятиями. Ну, не западными. В исламе нет времени в западном понимании. В исламе нет диалектики в западном понимании. Я имею в виду совершенно конкретную вещь, просто не успеваю, видимо, объяснить. Но есть сейчас вот шиитский Иран, государство,
Я не знаю, как они оно относятся к Салахадину. его религиозные лидеры, они простили Салахаддину то, что он ликвидировал шиитский халифат в Египте 1000 лет назад? Или все-таки они его за это упрекают и каким-то образом все-таки считают, что это его неправильный поступок? Я не знаю. Да, вот мне это Я не интересно. знаю, я не думаю, что они будут упрекать Иерусалим, Салахаддина за освобождение Иерусалима, поскольку имам Хамейни установил Йом Аль-Кудс, день Иерусалима, когда он призвал всех мусульман, независимо от разногласий и различий в вере, бороться за освобождение Иерусалима. А установление Йом Аль-Кудс немыслимо без соотношения с личностью Салахаддина, который, собственно говоря, Аль-Кудс или Иерусалим и освободил как раз. Поэтому я точно не знаю, как оно это на самом деле. Это надо специалистов спрашивать. Но я что-то сомневаюсь, что Салах-ад-Дин является какой-то негативной фигурой в иранской доктрине, в иранской пропаганде из-за его достаточно мягкого, без резни, прямо скажем, масштабный, как это другие делали, смещение фатимидского халифата. Да, это было абсолютно мирное Не абсолютно, время, да? совершенно не абсолютно. По тем временам ничего такого абсолютного не было. Вопросы власти, они всегда наполнены кровью. Вопросы власти, но не вопрос религии. То есть он не устроил там резню шиитов, резню шиитских... Нет, значит, никто не преследовал их, ну, кстати, да, так этого серьезно. не было. Была резня, ограниченная внутри чисто управленческой структуры. Ему важно было, более того, его потом договоренность со старцем горы. И то только после того, как Да. эта структура попыталась его, значит, составить заговор И свергнуть. когда он не смог взять их замки, подчеркну еще раз, это Ну тоже да, важный да, момент. да, да. Его договоренность потом шииты же, потом была попытка, шииты объединялись, как написано в источниках, с армянами, потому что армянские наемники были там в Египте, и пытались атаковать его фатимидские осколки фатимидов, чтобы его свергнуть. Он никогда не доводил репрессии до, значит, окончательного решения, скажем так, вопроса, религиозного или этнического. Он в этом вопросе всегда стоял на позиции консолидации, на позициях политического ислама, по большому счету. Это тоже символ политического ислама, на позиции единства мусульман в деле борьбы против общего врага. Теперь я хочу завершить просто наш разговор об этом, который, начиная от Салах-ад-Дина, коснулся очень широких вещей. Я лично считаю и верю, что не случайно на тех или иных территориях земного шара, тем более установились те иные цивилизации, которые выдержали испытания тысячелетиями и столетиями. Будь то цивилизация западно-христианская, восточно-христианская цивилизация, евразийская цивилизация, русско-тюркская цивилизация, цивилизация исламская, цивилизация китайская. И поэтому я лично полагаю, что цивилизация, термин, введенный в научный оборот Тойнби, во многом, да, ты как историк это прекрасно знаешь, да, как вот именно. Сэром Артуром. Да. Потом поддержанный Львом Николаевичем Гумилевым очень серьезно, так, фундаментально, и многими другими исследователями. Александром Геличем Дугиным в его «Наумахии» тоже, который вот логосы, вот это, значит, такая мощная масштабная работа. Всем рекомендую посмотреть и прочитать. Это очень Я серьезно. не считаю Дугина соразмерной фигурой. Ну, хорошо, не считаешь, но «Наумахия» это такой Гумилевый, труд, тем настолько более настолько капитальный труд, который вызывает у меня желание снять как бы шляпу и отвесить поклон за такую серьезную, глубокую работу, масштабную. Цивилизация, смотри, вот мы видим, что конфликт цивилизаций, про который говорил и Сэмюэл Хантингтон, это реальность. И цивилизация исламская, восточно-христианская, иудейская, которую я назвал бы цивилизацией по-арабски, цивилизацией таухида, цивилизацией единобожия, по-русски, да, цивилизацией монотеизма, говоря научным языком. Авраамическая цивилизация. Она сражается с цивилизацией Запада, которая наследует во многом, как это доказал Фрезер в «Золотой ветви», язычеству, которое как бы облекло себя в формы христианской семантики такой, да, и даже рыцарские ордена восходят, значит, там к древним разным великой традиции. Тут мы Рене Генона вспоминаем и его анализ европейских
значит, компаньяжи и так далее, и масонских, и рыцарских структур, и великой традиции в европейской интерпретации, и так далее, и так далее, и так далее. Я бы западную христианскую цивилизацию, так называемую, монотеистической не назвал бы совершенно. Там, как говорится, вопросы возникают от статуса великий понтифик, который и имели языческие императоры Рима, соединявшие в себе статус великого жреца, понтифика и, значит, военного вождя, до многих других деталей, которые детально изучены западной культурологией и западным религиоведением, и «Золотая ветвь» тут является одной из фундаментальнейших работ, безусловно, Фрезера. Но на Востоке все по-другому. Несмотря на попытки привить цивилизации монотеизма западные идеи, там, либерализма, консерватизма, социализма, коммунизма, национализма, мы видим, что это не приживается. Не приживается этот дичок к древу монотеистической цивилизации. Так или иначе, она требует, из ее недр поднимаются то хуситы, то Хамас, то Хизбалла, и всплывает образ Салахаддина, как человека, который объединяет в себе образ защитника монотеизма, защитника исламского мира. Я помню, был как-то на празднике Джанадырия в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Меня приглашали. Я там познакомился, у меня есть фотографии, там король Абдалла там мне руку пожимает, он тогда был наследным принцем еще, Абдалла руку пожимает и так далее. И там, значит, вышел один из саудовских принцев, такой очень полненький человек, ему дали саблю, и он в окружении таких поджарых, значит, танцоров плясал, и говорили, вот он новый Салахаддин, он уподобляется Салахаддину, и там, значит, на экране возник Салахаддин, и вперед на Аль-Кудс, и там все стали подпевать, танцевать, это было очень смешно. Потому что Саудовская Аравия, конечно, не является ни в коей мере теми, кто наследует образ Салахаддина на территории Саудовской Аравии. Христианам и евреям не было места, как не то, что под властью Салахаддина, который взял их под свою защиту. Ну и это государство, которое создано, по сути, англичанами, его границы проведены англичанами, как и многие другие. Образ Салахаддина встает над исламским миром. Опять оттуда встает исламский мир, восточно-христианский мир, мир монотеизма, взывает к Салахаддину, как к человеку, который выкинет Запад, другую цивилизацию с территории исламской цивилизации, с территории монотеистической цивилизации, выкинет ее и восстановит в правах, законных правах мусульман, христиан и иудеев исламского мира. Не знаю, получится ли это, явится ли это, как говорится, жизнь покажет. Я хотел только бы уточнить, что... Я хотел бы завершить вот чем, подожди. В отличие от западного мира, в исламском мире нет диалектики. Согласно доктрине ислама, все времена и все деяния уже состоялись. Всевышний Аллах их уже все знает. А люди только намерения уже в тех делах, которые уже состоялись, намерения, не яд, есть такое понятие, имеют значение. Поэтому уже он знает, как говорят мусульмане, да, как там будет на самом деле. Они поэтому говорят, иншаллах, если ему будет угодно. Это так суть. Но мы должны внутри себя проявлять верное и уважительное намерение по отношению к людям, не желая им навязывать то, что для этих людей является разрушительным и чуждым. Это имеет отношение как к исламскому миру, так для меня и к России. Я верю, что Россия также обретет свою независимость, свою свободу от диктата другой цивилизации, как это сегодня пытается сделать мир монотеизма, исламский мир. Я знаю, что вспоминаю. Был такой период счастливый в моей жизни, когда я побывал в Дамаске и был в мечети знаменитой Амиядов. Это бывшая христианская базилика, которая была после завоевания мусульманами расширена, достроена, и сейчас это одна из древнейших мечетей. Где по преданию пророк Иса, по исламскому преданию, спустится на этот минарет, когда будет страшный суд. Да, ну там внутри есть две могилы. Ну, могил больше, но две, они самые такие заметные и почитаемые. Одна из них это могила, где якобы захоронена голова Иоанна Крестителя. Ну, Не могила такой зеленый, такой задрапированный зеленым тканью куб. Такой одна стоит. из трех, потому что в других местах, в других центрах христианства тоже есть захороненные головы Иоанна Крестителя. Он там спокойно, эти останки покоятся.
не вызывая никакого возмущения у мусульман, даже Более того, наоборот. они почитают это как святое место. Да, и там есть могила Саладина. Это правда. Я там был, зашел в эту мечеть, тогда мы были в этой поездке вместе с Александром Алексеевичем Прохановым. И Александром Андреевичем, правда. Андреевичем, да. С Андреевичем Прохановым. И он говорит, давайте посидим здесь, Эльмар. Мы сели, была такая тишина, спокойствие, хотя вокруг были люди. Женщины сидели кружками, о чем-то разговаривали. Бегали, ну тихо там, какие-то маленькие дети где-то. Это огромная же мечеть, пространство большое. Сидели тоже своими кружками, о чем-то тихо разговаривали мужчины. И было, то есть она была очень похожа скорее на такой клуб. И очень соответствовала и этим двум могилам. И запомнилась очень сильно. Ты, наверное, впервые просто был в мечетях на Ближнем Востоке. Там всегда так, я тебе честно скажу. Особенно там христиане вывешивают на мечети Омейядов известия о том, что умер или там какой-то будет там свадьба, чтобы их друзья-мусульмане могли к ним прийти. А на христианских церквях мусульмане также вывешивают объявления. Там вот этого нет такого различия, Да, разногласий. они везде мечети такие, они скорее клубы. Это же, Нет, не везде. Это Мы же знавали другие регионы, где есть фанатизм и доктринерство. Но там этого, слава богу, нету. И именно благодаря во многом личности Салахаддина, ну да. его духу, его великой открытости миру и великому его вере, которая в нем была, это хранит в себе земля Сирии и Палестины. Хотя на Ближнем Востоке нет страны в мечетях, в которой я бы не побывал, наверное. Но это особое место. Вот мне посчастливилось могилу. Думаю, ты не был в мечети Мекки или Медины, был? Нет, но я был в Саудовской Аравии, в мечети Джидды. Мгм. Я не был вообще в Мекке и Медине, но в Джидду мы прилетали, я там был. Это большая, современная, огромная была мечеть. Было время, к счастью, там побывать. В Медине и в Мекке не был, к сожалению. Я желаю тебе, чтобы ты там побывал и совершил хадж. Спасибо. Искренне от всего сердца тебе Спасибо. этого желаю, дорогой. Спасибо. Я, знаешь, о чем подумал? О том, что мы сегодня говорили о страсти и призвании отчасти Саладина и как человека, и как правоверного мусульманина к изучению наук, к чтению книг, что заповедано вообще пророком было для мусульман. Может быть, мы с тобой как-нибудь поговорим вообще о том, какой вклад, особенно вот в Средневековье раннем, внесла мусульманская культура, наука, искусство в развитие Ну да, тем человечества более, что из есть всякие Запада. лживые истории, типа как Умар ибн Хаттаб, когда его загорелась Александрийская библиотека, якобы он сказал, его спросили, будем тушить или там что-то в этом роде. Он Ложь, сказал, конечно, разве да. там есть что-либо, что не написано Да, да. в Коране? Наоборот, всегда все было как бы познание, которое сам пророк тоже демонстрировал. Желание узнавать новое, критиковать, спорить и многое другое. Так что, я думаю, сегодня был интересный разговор, интересный для наших зрителей в первую очередь. Мне было очень интересно, Максим. Вот. Мы говорили о великом человеке, его влиянии на события спустя 1000 лет, даже сегодняшние. Так, собственно, оно и должно быть, вопреки примитивному пониманию марксизма. Мы считаем, что, я надеюсь, что мы считаем, что человеческую историю двигают люди. И чем более велик Нет, человек... давай так, вопреки примитивной интерпретации марксизма. Ну хорошо, Я пускай бы не- интерпретация Потому марксизма. что людей никто из марксизма не вычеркивал. Абсолютно, да. И Маркс этого точно не Без делал. людей и общества нету, по Да. большому счету. Но тем не менее, у нас это соотносится с примитивным пониманием марксизма, что массы движут историю человечества, и массы тоже. Но в первую очередь люди своей волей, своим интеллектом, а может быть и своей избранностью, теми силами, которые руководят во многом нами. Спасибо большое, Максим. Было очень интересно. И приходи к нам почаще. Надеюсь, что Постараемся. мы ближайшие беседы посвятим вот не только текущей политике, а Всё равно вопросам всё это- истории всё это вечным. связано с политикой. Спасибо. Конечно, спасибо. До свидания, друзья. Напомню, что это была передача «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ведущий, историк, журналист. И сегодня
Нашим гостем традиционно был Максим Шевченко, мыслитель. До свидания.